Здравствуйте! Снова с вами я, Лена, из студии Handwork Decor. На примере вот этой доставшейся мне старой советской толкушки я покажу вам секреты и особенности старения в стиле примитива. Я сначала хотела ее расписать, такую, ярконько. Вот. Но я думаю, что яркая роспись, если будет у меня толкушка, я сделаю. И я хочу сделать чисто в примитиве. Вот, в чопорном стиле примитивного кантри. Этапы старения я покажу подробно, а вот декор, сам рисунок вы выбираете сами. Чтобы видео не было длинным, я буду просто показывать этапы, как я что это делаю, все. Просто как идея для вас. Я беру средство для мытья посуды. Валялась она где-то на чердаке, поэтому грязная. И я щеточкой вымываю. Затем хорошо промыть чистой водой и дать высохнуть. После высыхания сначала беру крупнозернистую. Затем беру тоненькую. Пыль от шкурения стираем влажной тряпкой и даем просохнуть. Достаем нашу морилку Ajax Stain. И будем покрывать на 2 раза. С просушкой между слоями. На 3 раза я покрыла. Высохла. Берем акриловую краску белого цвета. У меня Plate Wicker White. Артикул 987. Развожу холодной водой. Сначала дно окрасила и высушила, чтобы потом вот так ставить сушить. Размазываю, чтобы краска смешалась с морилкой нашей. Если слишком густо, развожу еще водой. Не надо добиваться однородности. Размазали, все. Все, оставляем сушить. Грязную работу заканчиваем. После высыхания проходим по всем краям. Теперь вот здесь.
После того, как краска затвердела и высохла, я беру сейчас, для того, чтобы она не была яркой. Пыль стереть. Опять беру Aging Stain. Даем высохнуть. Теперь я беру жженую сиену. Ждем высыхания, переворачиваем и снова делаем. Самое. После высыхания беру хлопчатобумажную ткань, макаю в оставшуюся сиену до сухого состояния. И пачкаю. После высыхания покрываю лаком. Как покрывать лаком я показывала, чтобы не было потеков и волос. Покрываю на 2 раза, хорошо растирая. Почти досуха растираю. Ткань у меня есть уже, в этой я сделала, она высохла. И еще подумала, я возьму сизай. Пускай сохнет. Через 15 минут веревочка промокла. Даем высохнуть. Миллиметров 13. Буравчик. Три миллиметра. 2,5. Я беру 4 миллиметра. Вставляем веревочку. Беру свою ткань, примерно так делаю. И она у меня получилась очень толстая.
одному режем, одинаково не режем. Поэтому по одному. Не надо собирать в пучок и резать. Дать высохнуть. Вот так вот, пускай темный будет. Такая толкушка у нас получилась замечательно примитивная. Еще один маленький совет. Если вам не нравится, как вот торчат, да, вы хотите как-то их пониже сделать, ну, чтобы они, как вам нравится, вы тогда эйджинг стейном опять снова намачиваете. Дело в том, что да, она как немножко как крахмал действует. Вот. И дать вот так вот высохнуть. Тогда они вот так вот. Хотите вот так. Понятно? Дать высохнуть сейчас. И вот все будет замечательно. Так, как вам надо. Как вам нравится. А высохла через 15 минут. И она, видите, жесткая какая. Это от морилки. От этой. Вот такая вот у нас получилась толкушечка. Сейчас мы ее повесим на стену. И вот так она будет висеть на стене. Правильно, что я сделала ее примитивом. Мне не хотелось яркое делать почему-то. По-моему, хорошенькая. Толкушку можно поставить или повесить. И поставить хорошо, и повесить хорошо. Если вам это видео понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь им в социальных сетях со своими друзьями. Кому нравится эта толкушка, может ее приобрести с удовольствием. Да, и еще, и это не я обратила внимание, ну, я-то знаю это давно. Несмотря на то, что у меня на 2 слоя покрыта лаком, толкушка ароматизирована. То есть эйджинг стейн, да, как морилка, очень сильно пахнет. Ко мне девушка зашла и унюхала. Говорит, ой, а чем она так пахнет? Так, если это видео было для вас полезным, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Всего вам доброго. Ваша Лена.